Всем привет! Сегодня покажу вам самоделку, которая пригодится всем, у кого есть циркулярная пила. И делать я буду из рейки 20 на 40. Поехали! Первым делом размечу два отрезка по 300 мм и напилю. Следующая заготовка будет длиной 400 мм. После этого на последнем из подготовленных отрезков с каждой стороны даю отметки по 60 мм. Далее фиксирую его к столу и по центру фрезером делаю продолговатое сквозное отверстие на 6. После того, как сквозное отверстие будет готово, с одной из сторон также по центру нужно сделать паз на 10 глубиной 5 мм по всему отверстию. Фрезу на 10 я куда-то подевал и, чтобы не тратить время, просто прошел этой же шестеркой, но со смещением на 2 мм с двух сторон. Это чуть дольше, но все же быстрее, чем непонятно сколько искать или ехать в магазин за новой. К тому же результат такой же. А после того, как все готово, немного сглаживаю все наждачкой. Далее на двух коротких заготовках делаю отметки по 150 мм от торца, то есть ровно посередине. На одну из них Т-образно прикручиваю заготовку с продольным отверстием. Тут нужно следить, чтобы соединение было ровно под 90 градусов, это важно. На оставшейся последней заготовке я делаю только одно отверстие на 6. Далее приступаю к последнему этапу сборки. Для этого понадобится болт М6 на 45 мм, гайка барашек и две шайбы. После сборки нужно зажать в ней любую параллельную рейку, брус или доску, прижать сбоку циркулярку и отпилить все лишнее. На этом самоделка готова. И служит она для того, чтобы с помощью циркулярной пилы торцевать ровно под 90 градусов. Если нужно сделать пропил в определенном месте и есть метка, то заготовку нужно зажать в этой самоделке так, чтобы край направляющих находился на одном уровне с меткой. Таким образом получается четкое торцевание и точный размер. Особенно это удобно, когда торцуемая заготовка очень длинная, и с ней неудобно работать на торцовочной пиле. Да если торцовки вообще нет, это тоже бюджетный выход из положения. Пишите ваши комментарии под видео, может быть, предложите что-то доработать или усовершенствовать, да и просто оставляйте ваше мнение, я читаю все комментарии, мне будет интересно. И не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Всем добра и всем пока!